Добрый день, друзья! Сегодня показываю одну из орхидей, которая у нас была, почти реанимашка. Она на нашем канале появилась после 8 марта. Ссылочку на первое видео, где я ее показывала и как я ее обрабатывала, я вам оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. Не очень было корректное замечание от кого-то, кто смотрит мой канал. Написали, что будет... давайте немножко корректнее скажем, что орхидея не выживет. Давайте доказывать обратное. Во-первых, орхидея выжила, начала пускать новые корни. И я ее обрабатывала привикуром. Вот это черное все основание я намазала неразбавленным привикуром. Много было вопросов, что же там с этой орхидеей. Да все хорошо с этой орхидеей. Она начала от шеи растить корешки. Они маленькие еще. Здесь один. И рядышком набухло тоже. Маленький-маленький корешок. В горшке, вот как мне ее отдали, сказали, делай, что хочешь. Как всегда обычно отдают орхидею, мы не знаем, что с ней делать, она потеряла все листья. В горшке виден и торфяной стакан, и вот эти страшные корни, которые у нее. Все это здесь в отвратительном состоянии. Корней гнилых много. Вот поэтому я не стала ничего с ней делать, кроме обработки привикуром. Для того, чтобы вам показать, что и с гнилыми корнями орхидея в своем родном горшке, вот в этом ужасном горшке, начинает растить новые корешки. Давайте мы сейчас разберем, потому что пришло время ее посадить в новый грунт. Ну а так как те, кто смотрит мой канал, знают, что я пересаживаю все свои орхидеи чистый керамзит. Сейчас мы с вами разберем и посадим ее в керамзит, как всегда, в двойной горшочек. Заодно и посмотрим, какие же корни она нарастила. Так, там нам ничего не мешает. Поливала я ее дней 5 назад. Поэтому берем и аккуратно ее достаем из ее горшочка. Некоторые корешки приросли к горшочку. Но все это делаем очень медленно, для того, чтобы не повредить новые растущие корни. Так как все сухое, все быстро само осыпалось. Торфяной стакан я сейчас уберу. Вот видите, поливала так, что торфяной стакан практически сухой. Но и сухой торфяной стакан убирать сложно, потому что если бы мы его намочили с вами, он бы просто распался на две половинки. Ну а здесь нужно не повредить корни, которые у нас вот в горшочке есть. Кстати, как цветет эта орхидея, я не знаю, поэтому обращать внимание на то, что здесь какие-то темные корешки, я пока не буду. Естественно, я буду за ней дальше наблюдать. Да, торфяной стакан плотный. Сейчас я его, наверное, просто побрызгаю водичкой. Так как торфяной стакан очень сухой, и чтобы не повредить корни, я возьму и побрызгаю сейчас торфяной стакан просто водой, чтобы легче все это убрать. И смотрим, при опрыскивании
мы видим, что корни вот с таким фиолетовым оттенком. Причем эти корни только те, что около торфяного стакана. Остальные корни такого цвета не имеют. Но так как я не знаю, каким цветом цветет эта орхидея, и на листиках у нее есть такая же фиолетовость, то будем надеяться на то, что это просто окрас корней по расцветке орхидеи. За такой орхидеей, конечно, продолжим наблюдать. И если потребуется обработка фундазолом, обязательно это сделаем. Я убрала весь торфяной стакан. И какая же картина здесь открылась? Да, конечно, по листикам вполне возможно, что это и по цветению. Но все-таки вот такие корни, вот именно такие фиолетово-розовые, мне абсолютно не нравятся. Поэтому обработку фундазолом я сейчас сделаю. Гнилые я обрезаю корни. Тут из той серии, что лучше перестараться, чем недостараться. Потому что остальные корни растут хорошие, зеленые. А вот эти, мне все корешки не нравятся. И эти корешки были именно в торфяном стакане все. А вот то, что росло снаружи, вот они раскукленные, ой, и руки у меня уже грязные. Вот они раскукленные корни, которые начали расти за вот эти 2 месяца, которые она провела у меня. Так что давайте на всякий случай сделаем обработку фундазолом, именно корней. А потом сразу ее посадим. И просто буду за ней наблюдать. Вот маленький раскукленный, какой интересный корень. Сейчас я ее пойду промою. А потом покажу вам, как я делаю обработку фундазолом. Вот в таком состоянии корни. Половина зеленых, половина вот таких фиолетовых. Поэтому на всякий случай обрабатываем фундазолом. Значит, как я это делаю? У меня есть вот такой фундазол. Я проводила целое исследование. Это не поддельный фундазол, это тот фундазол, который получают большими пакетами, а производство у нас в России запрещено фундазола, и потом расфасовка нет. И потом расфасовывают в такие пакетики. У меня есть открытый, я уже набрала. Нужно 1 грамм на литр. У меня это помещается ровно вот в такой маленькой ложечке. Здесь 1 грамм, я просто взвешивала, поэтому знаю уже, сколько это будет. Он не полностью растворяется в воде. И это единственный препарат, который борется с фузариозом. Единственный в мире препарат. Водичка, как всегда, тепленькая, 28-32 градуса. И сюда мы помещаем корни орхидеи. Желательно, чтобы и основание туда же попало. Вот так. И даем ей постоять в этом растворе 10-15 минут. Через 15 минут я убираю из раствора фундазола, переставляю просто в другой вазончик, даю ему просохнуть примерно час, и через час я его посажу. Прошел час, корни еще остались влажные, но немножко подсохли. Поэтому я его сейчас посажу. Горшочек двойной. Так, вот так. И немножко закручиваю, чтобы он поглубже поместился. Этот листик пока не убираю.
Я думаю, что орхидея сама решит, когда ей нужно его отсушить. И засыпаю керамзитом. Сложно принимать решения, когда ты растение и эту орхидею не видел в цветущем состоянии, не видел, как с ней обращаются. Когда мы покупаем, там все понятно. Такого цвета были цветы, так она росла, так она сбрасывала листики от начала, от кончиков в листьях усыхала, или наоборот от шеи она сушила листья и желтила листья. А вот здесь все непонятно. То есть открыли корни, они там фиолетовые. То ли это по цвету, опять же, цветов, то ли это действительно может быть какое-то заболевание. Я думаю, что мы не навредили, и даже уверена, что мы никаким образом не навредили, обработав ее фундазолом. Но за такой орхидеей я продолжаю внимательно наблюдать. А вдруг это действительно было заболевание? Если это заболевание, то обработку фундазолом надо сделать 3 раза. Вот через 5-7 дней я буду смотреть на ее состояние. Продолжит ли она растить вот эти корни от шеи? Что будет происходить? И если нужно будет сделать следующие 2 обработки, я обязательно их сделаю. Ну а так, за эти 2 месяца, которые орхидея провела у меня, она не показала мне, что у нее есть какие-то или заболевания, или она не отсушила ни одного листика, она начала растить корни, вырастила вот этот лист уже за 2 месяца вырос у меня, поэтому будем надеяться на то, что здесь нет никакого заболевания. Но очень этого хочется, хотя корни, я не люблю такие корни, и мне совершенно не нравится вот эта розовость, именно такая фиолетовость в этих корнях. Но понаблюдаем за этой орхидеей дальше. Буду дальше о ней вам рассказывать, что будет происходить. Кому интересно, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Увидимся на канале.